С вами Арт-Патруль, друзья, и сегодня мы пришли в мультимедиа арт-музей, чтобы познакомить вас с творчеством знаменитого американского поп-артиста Алика Монополиста. Погнали! Знакомьтесь, друзья, Андрей, экскурсовод мультимедиа арт-музей, человек, который любезно согласился нам рассказать сегодня о творчестве Алика Монополиста. Приветствую всех. Мы находимся на выставке Алика Монополи, да, один из самых известных на сегодняшний день стрит-артистов, уличных художников. И мы видим довольно большое количество работ, которые здесь представлены. Он представляет такую важную традицию стрит-арта, которая в 70-е годы начиналась. Это бунтари настоящие, художники, которые отрицали историю искусства, отрицали музей, хотели находиться вне всей этой среды. Но постепенно, как и многие авангардные, казалось бы, маргинальные вещи, оно проходит некий период, когда становится общепризнанным. Многие из работ он создавал буквально у нас в музее, да, вот в частности это балалайка. Я, честно, небольшой специалист по балалайкам, есть бас-балалайка, есть более такая легкая. Говоришь, не специалист. Я, например, этого не знал. И не зря многие с подозрением некоторым относятся к Алику Монополи, что нечто большее связывает его с нашей страной, ведь он часто приезжает, участвует в каких-то мероприятиях, и некоторые даже подозревают его в том, что... Может быть, люди переживают, что он один из членов Black Star. Следующая работа называется «Время, деньги», 2016 год. Здесь опять мистер Монополия, который посматривает на свои часики, да, брендированные. Здесь швейцарский флаг, потому что бренд, конечно, из Швейцарии. И обращает на себя внимание в то же время на этой работе гладкая поверхность, как будто бы мебель, да, вот этот очень тонкий слой какой-то глазури, хочется даже облизнуть немножко, потому что настолько она блестит, как пирожное. Здесь капли, вот, которые буквально свисают, да, и он их не удаляет, он их оставляет, потому что это, конечно, показывает о том, как совершалась работа. Как доказательство того, что это все сделано хендмейдом. Да. А на чем, что это за поверхность, что это за материал? Это лак. Нет, это лак, а это холст? Да, на холсте. Это холст, да. И вот, то есть, эффект настолько сделан, вообще вот эта вот лакированность, что даже когда ты стоишь близко, есть ощущение, что это стекло, а не холст. Смотри, это часы, которые представлены у вас здесь в мультимедиа арт-музее. Это совместная работа Алика Монополи и Tech Hour. Да, коллаборация, да. И это вручную, они здесь расписаны тоже специально для выставки. Да, то есть буквально за сутки до открытия выставки, до открытия аукциона уходили многочисленные лоты, начиная от шляпы Алика Монополи, да, которую он тоже сам разрисовал, которую он создал. Это самый первый лот, с него такой разогрев начинался. Тимати тоже появился в этой шляпе, да? Тимати опоздал. Опоздал? Но если что, Тимати, приходи, тебя ждут часы всегда, то есть... Сейчас они, я так понимаю, тоже продаются вот, да. Во время действия музея. То есть это не просто экспонат, не просто арт-объект. Это и арт-объект, это действительно предмет, который может приобрести каждый человек. Да. Приходят люди, смотрят, я не уверен, что все могут себе позволить, но действительно часы ждут своих будущих владельцев. Ребят, то есть по сути до 29 июля, до дня закрытия выставки, а выставка закрывается 29 июля, у вас есть возможность прийти сюда, в мультимедиа арт-музей, насладиться творчеством Алика Монополиста. И если вы выращиваете биткоины, то вы можете, я думаю, позволить себе и узнать уже точную цену. Люди очень любят цифры, люди очень любят деньги, это факт. Даже те, кто говорят, что деньги не любят, они любят деньги. Алик Монополи все свое творчество направляет именно в этот вектор. Получается блестяще. Очередной герой — это богатенький Ричи, да, и он опять тоже с часами. Все герои с часами, да, у всех есть этот подарок от часового бренда, который они заслужили своим значением в культуре. Богатенький Ричи, все мы его знаем по фильмам, с Маколей Калкиным. Hi guys, I'm Richie. We know who you are.
Да, но мы забываем, что «Богатенький Ричи» — это, конечно, комиксы. То есть до фильма этот герой существовал и был создан именно по мотивам комиксов, и он воссоздает вот этот образ богатенького Ричи, можно сказать, такого аутентичного довольно-таки, который здесь представлен. И опять-таки он с мешочком денег, который он получил, да, от этого сотрудничества двух таких важных сил, художественной и коммерческой, да. Слушай, вот смотри, вот интересно, почему монополист? Почему он выбрал монополиста своим основным героем? Это было связано именно с финансовым кризисом, да, 2008 года? Да, 2008 год — это не самые лучшие времена, то есть мы понимаем, да, постоянно новости какие-то о том, что ВВП падает, какой-то убытки постоянные, люди увлечены постоянными этими инфоповодами, и актуальным становится действительно герой, мистер Монополия, герой, который появляется в 30-е годы. Весь мир в него играет. Великая депрессия, 30-е годы, то же самое время, когда кризис, люди не знают, как жить, они увлекаются вот этими финансовыми какими-то делами. И поэтому есть такая параллель, 30-е годы, когда появляется мистер Монополия, 2008 год, когда появляется новый мистер Монополия, это Алек Монополи. И вот частью его вот этого мифологии становится и мистер Монополия, и богатенький Ричи, да, которого мы здесь тоже встретим. И в том числе Стив Маккуин. Стив Маккуин — это герой, можно сказать, спонсора выставки Her, который стал в определенный момент героем времени, героем эпохи. Это известный актер, гонщик, который стал амбассадором популярной фирмы часов. Да, и он тоже появляется здесь. И вот это стремление насытить выставку поп-идолами, да, потому что и мистер Монополия, и богатенький Ричи, и Стив Маккуин. Иногда это Скрудж Макдак. Скрудж Макдак, да. Его здесь нет, но тоже, да, они создают некую новую реальность озабоченность людей. Все те, кто ассоциируется у людей с деньгами и с финансами. Я реально в восторге, потому что это выглядит безумно круто. Это прям поп-арт вообще будущего. Художник в современном мире часто оценивается по тому, сколько денег отдаются за его работу. Постоянно эти списки самых богатых художников самых выдающихся именно благодаря своему эстимейту на аукционных торгах, да, это становится для нас уже навязчивой идеей, да, кто наиболее выдающийся. Да, и вот он показывает, что действительно он тоже себя ассоциирует с мистером Монополией, как мы понимаем. Да, вот я взял этот мешок с деньгами, я его увожу. Да. Ну, насколько я знаю, Алек очень любит тратить деньги. И очень любит свой белый Rolls-Royce. Конечно, здесь он сочетает некую стилистику вот этих уличных граффити, да, которые встречались еще 30-40 лет назад на улицах Нью-Йорка, да, вот эти выразительные, экспрессивные, очень такие резкие мазки, но в то же время очень такие аккуратные, я бы сказал, чувственные мазки, которые он создает кистью, да, акрилом, да, то есть он сочетает несколько техник, получаются вот такие соприкасающиеся техники в одном произведении. Интересно было у Алика спросили, чем отличается стрит-арт от граффити. И он очень ясно дал понять, что стрит-арт — это производное от граффити, но отличается оно вообще в большей степени просто тем, что граффити — это визуальные буквы и какие-то надписи. А стрит-арт, уличное искусство, это уже непосредственно изображение. Изображение визуальное, которое мы можем воспринять. When I want to keep on dancing now, dance on, is the music that's making you laugh. Dance on, that's the music that's making you laugh. Music getting more, just getting more, just getting more. Кто? Я вот не совсем понял. Алек Монополи, он же не создает скульптуры. Или это он сделал, или это ТК сделал, или вообще вот про это можешь что-то рассказать? Ну, это мастерская в том числе, да, потому что у него есть, конечно, как месседж, у него есть идея, которую он воссоздает, в том числе иногда фабрично, да, но вот такие вещи, конечно, очень сложно ручным трудом создать, мы понимаем, да, что это, конечно. Да. Но это как золотой телец, да, который всегда становился объектом возжелания, то, что всегда нас притягивало. Этот предмет тоже блестит, им хочется завладеть, в то же время он отсылает нас к традиции 20 века, когда вот такие немножко
немножко олиповатые, китчевые предметы становились частью интерьера. Вспоминаем Джеффа Кунса, Да. который тоже похожие вещи создает. Да. Он работает с вот этой вот китчевостью. Девушки, здравствуйте. Мы снимаем блог о современном искусстве, который называется «Арт Патруль». И вы такие прекрасные, красивые. Но скажите, нам нужны такие блоги всегда. Блог выйдет А мы через... еще и тупые, может, это смешно получится. Молодец уже. Это не по сценарию, между прочим. Я думаю, что не просто так сюда пришли. Да, очевидно. Расскажите, почему именно творчество или тоже как девчонки в конкурсе участвуют? Как вы здесь оказались, почему? Мы пришли конкретно на выставку Алика Монополи, все смотреть. Да. Это все Инстаграм, да? То есть это все пост Тимати, я так понимаю, да? Нет. Или Нет, это все, фотокамера? это все на конкурс. Выиграй встречу с Аликом Монополи, там в день его выставки, что-то такое. Ничего не поподробнее. В котором мы нифига не выиграли. Я тогда тоже поучаствую сейчас. Да нет, там уже все прошло, это было в день открытия выставки, мы так хотели сходить, посмотреть, пожрать можно было бесплатно. То есть вообще вы не часто ходите по выставкам или вы вообще Вообще мы интересуетесь очень хотим, искусством? мы очень хотим ходить на Ну, что выставки, мешает? прям мечтаем, но Инстаграм моя жизнь, я могу там все посмотреть. Ну вот визуально вообще, вот как вам? Ярко, позитивно, креативно. Вам нравится вообще картина? Не, мне на самом деле очень нравится, я бы себе даже такую купила, будь у меня на это деньги. А ты знаешь, сколько это стоит? Нет, ты не скажешь? Ну а как думаешь? Ну, 1020, наверное. Ну рублей, да? Миллионов. Миллион. Тысяч долларов. 1020 миллионов долларов. Вы поняли? Только картины Алика Монополи стоит 1020 миллионов Он долларов. еще и монополь. Но монополист, монополь. Нет, а вот серьезно, тебе это нравится? Да, я считаю, что как поп-артист вообще это... Нет, стоп, подожди, а вот иди сюда. Нет, зачем? А вот это, вот это, понимаешь, это часы, мы уже собрались. Это часы из ляпаной краской, да. Я И эти понимаю. часы стоят где-то в районе миллиона. Я А тебя тут понял. вот еще вот. Смотри, Прям. хочешь я тебе объясню? Да, Смотри, хочу. есть такое понятие, как абстракция. То есть вот здесь ты видела визуализацию, да? Да. Ты видишь конкретных героев. Да. Здесь абстракция, он просто взял свою кисточку и капнул на нее краской. Но знаешь, есть такой вообще анекдот, но это анекдот притча. Но это не анекдот такой, ну именно притча, да, но именно про искусство. Когда стоят два художника, и напротив висит картина Пикассо. И один говорит второму: слушай, он же рисует, мягко сказать, ну я круче. Почему его работы стоят миллионы, а я на краске холсты не могу себе заработать? А на него друг смотрит и говорит: братан, ты понимаешь, не важно, как он рисует, важно, как он расписывается. Ребята, приходите в мультимедиа арт-музей. До 29 числа продлится эта потрясающая выставка. Я думаю, что если Андрей здесь будет, да? Я всегда помогу. Друзья, мы провели потрясающий вечер в мультимедиа арт-музее. Познакомились у вас с творчеством Алика Монополиста. Я и сам открыл для себя много нового. Сейчас мы находимся на крыше мультимедиа арт-музея, где, возможно, скоро появится летнее кафе. Здесь потрясающий вид на храм Христа Спасителя, на Болотную и вообще на наш прекрасный город. Любите искусство, подписывайтесь на Арт Патруль и будьте с нами. Voices and those misses within